Добро пожаловать на мой канал. С вами Валентина Лыкина. В этом видео я покажу, как связать символ 22 года тигренка в виде корзинки. Понадобится любая трикотажная пряжа. Я буду использовать бисквит 3 оттенков: мандарин, шоколад и пломбир. Расход пряжи на вашем экране. Крючки номер 6 или номер 7. Выбираете тот, которым удобнее вязать. Понадобятся глазки. Это могут быть самые обыкновенные пришивные пуговички диаметром 12 мм. Понадобится ниточка в тон к пряже для того, чтобы пришить эти пуговички, а также иголочка. Белая ниточка толщиной примерно как и у мулине, для того, чтобы выполнить блики у глазок. Длинная иголочка, она может быть пластиковая или металлическая. Ножнички, а также любой наполнитель для головы тигренка. Если вы хотите, чтобы хвостик тигренка гнулся, вам понадобится толстая проволока и малярный скотч. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте моталку. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Для начала свяжем корзинку, отмеряем вспомогательную нить около 70 сантиметров. С помощью нее будем закрывать все ряды. Делаем кольцо амигуруми, делаю я его вот таким образом. Перекрещиваем ниточку, ввожу крючок в кольцо, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее. Опять захват рабочей нити, провязываю подъемный столбик. Далее в это колечко необходимо всего провязать 6 столбиков. Первый я уже провязала. Ввожу крючок в кольцо, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее, захват рабочей нити, провязываю второй столбик. Таким же образом я вяжу третий, четвертый, пятый. Ввожу крючок в кольцо, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Это петля номер 6. Ее мы не провязываем. Отпускаем рабочую нить, тянем за вспомогательную, и таким образом у нас кольцо полностью затягивается. Необходимо сделать это максимально, для того, чтобы в дальнейшем вот это отверстие у вас не растянулось. Далее подтягиваем вытянутую петлю на крючке до того уровня, как и провязывали все предыдущие столбики. После этого мы уже захватываем вспомогательную нить и полностью ее протягиваем через эти петли. Теперь необходимо закрыть этот ряд, то есть проложить вот такую верхнюю петлю между последним и первым столбиком. Я нахожу первый столбик и второй столбик. Между ними сверху вот такая петелька. С обратной стороны я под нее ввожу крючок. Захватываю вспомогательную нить, полностью ее протягиваю. Теперь мне необходимо эту ниточку вернуть в ту точку, откуда она вышла, то есть вот в эту область. С обратной стороны нахожу дужку, это задняя стенка от столбика, и центр петли, откуда вышла вспомогательная нить, таким образом захватив две ниточки. Вот так это выглядит. Теперь я захватываю вспомогательную нить и полностью ее протягиваю. Таким образом я закрыла этот ряд. Необходимо расправить все петли. Вяжем второй ряд. Находим точку, где завершили вязание, и в этот столбик, в его центр, вводим крючок. Таким образом, чтобы он вышел в области, где располагается вспомогательная и рабочая ниточка. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее на лицевую сторону. Опять захват рабочей нити, провязываем подъемный столбик. В этом ряду нам необходимо провязать в каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика без накида. В первый столбик
первого ряда я уже провязала подъемный столбик, вяжу второй. В эту же точку ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, опять захват рабочей нити, провязываю столбик. Так я провязала в одну точку 2 столбика. Перемещаюсь в следующий столбик предыдущего ряда, в его центр ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, опять захват рабочей нити, провязываю столбик. В эту же точку вяжу второй. Таким образом я делаю прибавки на протяжении всего этого ряда. В каждый столбик предыдущего ряда вяжу по 2 столбика без накида. Довязываем до конца этого ряда. На последнем столбике закроем этот ряд. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, отпускаю рабочую нить и перехожу на вспомогательную. Захват вспомогательной нити, протягиваю через все петли, между последним и первым столбиком прокладываем верхнюю петлю. Нахожу первый столбик и второй, между ними в верхнюю петлю с обратной стороны вводим крючок, захватываем вспомогательную нить и протягиваем под этой петлей. Возвращаем вспомогательную нить в ту точку, откуда она вышла. Переворачиваем вязание, находим дужку и центр петли, откуда вышла вспомогательная нить. На крючке 2 ниточки. Захватываем вспомогательную нить и протягиваем в эту точку. Вот таким образом закрывается каждый последующий ряд. Начинаем следующий, третий ряд аналогичным способом, как и второй. Находим точку, где завершили вязание, в центр столбика вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем. Опять захват рабочей нити, провязываем подъемный столбик. В третьем ряду мы будем выполнять прибавки по следующей схеме. У нас добавится между прибавками один одиночный столбик. Таким образом мы будем провязывать прибавка, одиночный столбик, прибавка и опять одиночный. Чередование до конца ряда происходит. И прибавки будут располагаться на первый столбик прибавки второго ряда. То есть вот она, прибавка второго ряда, первый и второй столбик. Вот на первый необходимо провязывать по 2 столбика. Хочу обратить ваше внимание, там где я сделала подъем, вот она, прибавка второго ряда, первый столбик находится в конце ряда. Значит, там мы его и будем провязывать. Здесь продолжаем вязание. Нашли, вот он, первый столбик прибавки второго ряда, на него провязываем сначала первый, затем в эту же точку провязываем второй столбик. Далее у нас один одиночный, опять 2 столбика в одну точку. Во втором ряду вот она прибавка, на первый столбик я провязываю 2 столбика без накида в одну точку. Так мы чередуем до конца этого ряда. Следующий у нас одиночный. В конце ряда провязываем 2 столбика в одну точку и на последнем закрываем этот ряд с помощью вспомогательной нити, таким образом, как я показала ранее. Больше я на этом останавливаться не буду. Вяжем 4-й ряд. Также, как и в прошлом ряду, мы делаем подъем в той точке, где завершили вязание. В 4-м ряду прибавки будут располагаться в следующих точках. Между прибавками прошлого ряда мы провязывали один одиночный столбик. Вот на него мы будем в этом ряду провязывать прибавку, состоящую из 2 столбиков в одну точку. Между прибавками у нас добавится 1 петля, то есть мы будем провязывать 2 одиночных столбика. Здесь у нас будут 2 одиночных, далее у нас провязывается прибавка, там, где у нас провязан один одиночный столбик прошлого ряда. Провязываем первый и провязываем второй столбик. Далее 2 одиночных, провязываем первый столбик
и в следующую точку провязываем второй одиночный столбик. Далее между прибавками прошлого ряда один одиночный, все верно, провязываем 2 столбика в одну точку. Так мы чередуем до конца ряда. Сейчас я вяжу 2 одиночных и прибавка. Делаем подъем на 5-й ряд, и прибавки здесь будут располагаться в следующих точках. Сразу после прибавки 4-го ряда мы всегда будем провязывать прибавку 5-го ряда. Если мы опустимся еще ниже на 3-й ряд, вот она прибавка, состоящая из 2 столбиков, и первый столбик, вот над ним вяжем прибавку 5-го ряда. Это еще один дополнительный ориентир для вас. Здесь у меня в 4-м ряду вот прибавка, подъемный столбик, первый столбик получается, и провязываю в эту же точку второй столбик. Я выполнила прибавку. Далее у меня провязывается на одну петлю больше промежуточных столбиков, то есть всего теперь их 3 одиночных столбика в разные точки. Я провязываю первый, в следующую точку я провязываю второй столбик, далее провязываю третий. Теперь нам необходимо выполнить прибавку. Она как раз находится после прибавки 4-го ряда в следующую точку. Я провязываю 2 столбика, первый и второй. Далее у меня опять повторится 3 одиночных столбика и опять прибавка. Так мы чередуем до конца этого ряда. Вяжем 6-й ряд. Здесь у нас прибавки будут располагаться на центральный столбик одиночный, который мы провязывали в предыдущем ряду, то есть в 5-м. Вот она прибавка, вот она прибавка. Между ними 3 было столбика на центральный. В этой области обратите внимание, где вы завершили ряд. Здесь центральный этот столбик располагается в самом конце, поэтому провяжем его в конце ряда. Здесь мы довязываем еще 3 столбика. Провязываю первый, второй и третий. Далее центральный столбик прошлого ряда, на него провязываем 2 столбика в одну точку. Провязываю первый и второй. До следующей точки прибавок у меня провязывается 4 одиночных столбика. Также увеличивается интервал. Я провязываю первый, второй, третий столбик и 4-й. Сверяемся. Вот они прибавки прошлого ряда. 3 одиночных столбика, на центральный провязываем прибавку. Первый столбик и второй. Так мы чередуем до конца этого ряда. Сейчас я провязываю 4 одиночных и затем выполняю прибавку. В 7-м ряду мы провяжем всего 3 прибавки. Если в прошлых рядах мы делали 6 прибавок, то в 7-м мы выполним ровно наполовину. Располагаться они будут в следующих точках. Мы обращаем внимание на 5-й ряд. Вот он, 5-й ряд проходит. Точка, где мы выполняли прибавку, состоящую из 2 столбиков. На первый столбик, поднимаясь на 6-й ряд, фиксируем маркер. Вот в этой области будет прибавка, состоящая из 2 столбиков в одну точку. Далее идем по 5-му ряду. Вот эту область мы пропускаем. Перемещаемся далее. Вот она, следующая прибавка. На первый столбик, поднимаясь вверх, фиксируем маркер. Опять идем по 5-му ряду. Вот она, еще одна прибавка. Ее мы пропускаем. Опять двигаемся, находим последнюю точку, первый столбик, фиксируем на 6-й ряд маркер. Сразу распределите для того, чтобы не запутаться, не провязать лишних или вообще не довязать. В 7-й ряд провязываем самостоятельно
делая прибавки в тех точках, которые я сейчас вам обозначила. 7 ряд провязан. Вот так выглядит область прибавки. Стеночки корзинки уже начинают подниматься вверх, и мы вяжем 8 ряд. Здесь у нас так же, как и в 7, будет всего 3 прибавки, и располагаться они будут между прибавками 7 ряда. Для этого мы просто обращаем так же, как и в 7 ряду, обращаем внимание на 5 ряд. И там, где мы пропускали, теперь мы зафиксируем маркер. И теперь убираем маркеры, которые нам помогали вязать прибавки 7 ряда. И провязываем по такому же принципу, как и в 7 ряду. То есть выполняем прибавки там, где у нас зафиксированы маркеры. Начиная с 9 ряда мы вяжем без прибавок вверх всего 7 рядов. И тут есть один маленький нюанс. Как сымитировать полоски у тигренка? Первый вариант – это вы вяжете корзину и уже по готовой просто прокладываете стежки из темного цвета. Либо второй вариант, который я сейчас хотела бы вам показать, это по ходу вязания выполнять эту имитацию. Для этого вам необходимо выполнить разметку следующим образом. Вы должны найти серединки и отмерить ту область, где вы будете делать эти полосочки. Их я хочу сделать 3. Я отметила ту часть, которая будет занимать маленькая полосочка первая. Удобнее всего найти сначала серединку. Для этого вы находите в 7 ряду точку, где делали прибавку, и за 2 стежка фиксируете маркер. Далее в сторону отсчитываете по верхней части 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Обратите внимание, что здесь прибавка. И на 8 фиксируем маркер. Далее промежуток между этими маркерами 4 столбика. Далее от маркера отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И на 8 петлю и 9 фиксируем маркер. Здесь у нас прибавка. И здесь все то же самое повторяется, что и в этом случае. 9 ряд мы начинаем аналогичным способом, как и все предыдущие, и останавливаемся примерно за 5 столбиков до того участка, где будем имитировать полоску. Вот этого промежутка достаточно, чтобы ввязать темную нить. Я делаю с запасом небольшим, потом немножко подтяну. Вот таким образом укладываю темную нить и продолжаю ввязывать до той точки, где у меня висит маркер. Когда вы довязали, чтобы убрать вот этот хвостик, мы просто ниточку подтянем, и этот хвостик спрячется. Теперь будем имитировать полоску. Для этого мы вот так хорошо разворачиваем, чтобы видимая часть была лицевая, и опускаем вот таким образом вниз. Далее нам необходимо от маркера до маркера провязать столбики, как мы и обычно их провязывали. У меня здесь получилось 6 столбиков, и теперь мне необходимо проложить в этой области ниточку, которую я ввязывала. Я ее укладываю таким образом, чтобы видимая часть была пряжи лицевая. Завожу за вот эти петли и продолжаю вязать столбики. Очень важно, чтобы здесь было легкое натяжение, для того, чтобы ниточка не болталась. Продолжаю вязать столбики без накида, ввязывая эту нить. Мне необходимо довязать до той точки, где повторю такую же протяжку.
Хочу остановиться на не менее важном моменте, как закрыть в этом случае ряд, учитывая тот факт, что в следующем ряду мы не будем ввязывать темную нить. Для этого мы также на последнем столбике начинаем закрывать ряд. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, отпускаю рабочую нить, прокладываю в эту сторону темную ниточку и после этого захватываю вспомогательную. Таким образом, темная нить оказалась между петлей и вспомогательной нитью. Протягиваю ее полностью, ввожу крючок под верхнюю петлю между первым и вторым столбиком, захватываю вспомогательную нить и протягиваю ее. Следующее, что мы делаем, это укладываем вот таким образом темную нить. И только после этого мы вводим крючок за заднюю стеночку столбика, дужку, и в центр петли, в ту точку, где вышла вспомогательная нить, и возвращаем ее, протягивая полностью. Таким образом, вот эта темная нить оказалась в середине петли. Вяжем 10 ряд. Начинаем мы его как раз таки с той точки, где завершили вязание. И здесь очень важно захватить наверх темную ниточку, для того, чтобы здесь она у нас не показывалась. Захватываю рабочую нить, вытягиваю, сюда я прокладываю темную ниточку в эту сторону, в конец ряда, и довязываю подъемный столбик. 10 ряд мы вяжем по рисунку, а когда вы довяжете до той точки, где начали ввязывать темную ниточку, необходимо каждый раз, когда будете вводить в центр столбика предыдущего ряда, контролировать с обратной стороны, чтобы эта нить располагалась над крючком. Тогда после провязывания столбика эту ниточку не будет видно. Там, где вы протягивали ниточку темную, мы провязываем также столбики в раскол. Крючок заводим под эту нить и вводим его в центр столбика. Провязываем такой же столбик. Ряд закрывается следующим образом. Мы вытянули петлю, захватываем вспомогательную нить и протягиваем ее. Хочу обратить ваше внимание, где располагается темная ниточка. После этого мы также, как во всех предыдущих случаях, протягиваем вспомогательную нить между первым и вторым столбиком. После этого поднимаем наверх темную ниточку, вводим крючок за дужку и в центр петли, откуда вышла вспомогательная нить, и возвращаем ее в эту же точку. Ряд полностью закрыт. Вяжем 11 ряд. Он выполняется по такому же принципу, как и 9. Мы ввязываем темную ниточку и выполняем такие же протяжки, имитируя полосочки у тигренка. 11 ряд закрывается по такому же принципу, как и 9 ряд. Полоски я добавила над полосками 9 ряда, также у меня располагается со смещением в этой области на 1 столбик, и здесь я добавила в эту сторону, вытянула на 2 столбика. С другого бока я выполнила то же самое, только в другую сторону, чтобы они были одинаковые. Где у меня отмечены центры, я добавила полоску на 4 столбика. С другой стороны я ничего не стала делать, потому что у меня с этой стороны будет располагаться хвостик, а с этой стороны у меня будет голова. И все равно этих полосок в этой области не будет видно. Поэтому делать я их не стала. 12 ряд мы вяжем точно так же, как и 10, без ввязывания темной нити. Просто вяжем столбики по рисунку. 12 ряд мы закрываем так же, как и 10. Вяжем 13 ряд. И здесь я хочу опять добавить полосочек над полосочками 9 и 11 ряда. Здесь я сделаю также.
А в этой области просто добавлю еще одну длинную. На последнем столбике мы также закрываем ряд, как и во всех предыдущих рядах. В самом конце у меня протяжка. Я отступаю от той точки, где должна ее завершить, еще сантиметров 10. И обрезаю ниточку. Я закрою ряд и спрячу эту ниточку в полотно также вот в этой области. Излишки также обрежу. И вот так все у меня здесь выглядит. Нет каких-то четких правил, где располагать полоски. Делайте так, как вам больше нравится. Их можно сделать и больше, и меньше. Все на ваш вкус. 14 и 15 ряд мы вяжем столбиками в раскол по рисунку. Главное захватывать темную ниточку. Я провязала всего 15 рядов и после этого выполнила обвязку вот такими зубчиками. У меня на канале уже есть мастер-класс по этой обвязке. Переходите по ссылке в описании. Свяжем мордочку тигренка. Берем светлый оттенок, отмеряем вспомогательную нить около 30 сантиметров и набираем цепочку из 3 воздушных петель. Для этого укладываю крючок вот таким образом, поднимаю вспомогательную нить вверх, разворачиваю крючок, завожу крючок под рабочую нить и провязываю петлю. Этот узелок я никогда не считаю, набираю цепочку, считая со следующей петли, которая находится на крючке. Делаю первую воздушную петлю, вторую и третью воздушную петлю. Узелок сразу распускаю. Подтягиваю. И вот так выглядит 3 воздушные петли. Теперь мы будем вязать по кругу, то есть это будет овал. Для этого я к набранной цепочке делаю воздушную петлю подъема, разворачиваю цепочку вот таким образом и вижу дужки, за них буду провязывать. От крючка отступаю первая, вторая и под третью ввожу крючок за одну ниточку. Под крючком у меня находится 2 ниточки. Захват рабочей нити, протягиваю ее. Захват рабочей нити, провязываю столбик. Перемещаюсь в следующую дужку. Также за одну ниточку ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю и провязываю столбик. Сейчас у меня провязано с этой стороны 3 столбика без накида. Первый подъемный мы тоже всегда считаем. Теперь мне нужно перейти на вот эту сторону. Для этого я на закруглении провяжу в одну точку 3 столбика без накида. Самый первый я уже провязала. Ввожу крючок в эту же точку, провязываю второй столбик. Ввожу крючок туда же и провязываю третий. Я перешла на вторую противоположную сторону. Теперь потянем за вспомогательную нить и затянем отверстие, в которое мы сейчас провязывали, для того чтобы в дальнейшем здесь не образовалось никаких отверстий и просветов. Вяжем по этой стороне. Находим точку, где мы провязывали второй столбик. Вот он. И за верхнюю петлю ввожу крючок за 2 ниточки. Также я сюда укладываю вспомогательную нить, захват рабочей нити, протягиваю и провязываю столбик. Я подошла ко второму закруглению. Здесь мне также необходимо, как и в этом случае, провязать 3 столбика в одну точку. Первый я уже провязала в самом начале ряда. Вяжу второй, ввожу крючок в основание подъемной петли, которую я провязывала. Вот она. Здесь я должна захватить только одну ниточку. Укладываю сюда вспомогательную нить, захват рабочей нити и провязываю столбик. Так я провязала второй. В эту же точку ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю и закрываю ряд, как я показывала ранее. То есть перехожу на вспомогательную,
Протягиваю, нахожу первый и второй столбик, за верхнюю петлю ввожу крючок за 2 ниточки, захватываю сюда вспомогательную нить, протягиваю, с обратной стороны нахожу дужку, центр петли и протягиваю вспомогательную нить обратно в эту же точку. Вяжем второй ряд. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на конструкцию данной детали. У нас на закруглениях в одну точку провязано по 3 столбика. С этой стороны и с этой стороны у нас провязано по одному одиночному столбику. Во втором ряду мы будем располагать прибавки следующим образом. Там, где мы провязывали 3 столбика, в каждый из них мы провяжем по 2 столбика без накида. С этой стороны и с этой стороны. А там, где у нас провязан один одиночный, мы провяжем также один одиночный. Начинаем ряд с той точки, где завершили вязание. Выполняем подъемный столбик. И так как он у нас располагается по центру закругления на центральный столбик, то мы здесь, конечно же, провязываем еще один в эту же точку, делая прибавку. В конце ряда у нас находится первый, далее там, где мы сейчас провязали, второй, и вот здесь у нас располагается третий. В него также мы в центр вводим крючок и провязываем прибавку, состоящую из 2 столбиков в одну точку. Далее у нас располагается один одиночный, здесь мы провязываем столбик и переключаемся на второе закругление. Здесь у нас находим первый столбик и провязываем в него 2 столбика без накида. Находим второй столбик и также провязываем 2 столбика в одну точку. Провязываю первый и в эту же точку провязываю второй. Я уже выполнила вторую прибавку, и вот у меня третий столбик, и провязываю третью прибавку, состоящую из 2 столбиков в одну точку. Далее у нас располагается один одиночный столбик. И в конце ряда у нас находится столбик, в который мы провяжем 2 столбика без накида. Таким образом, на этом закруглении мы получим такую же прибавку, как и с этой стороны. Провязываю первый и на втором закрываем ряд, так как я показывала ранее. Вяжем третий ряд. Я уже сделала подъемный столбик, и здесь прибавки будут располагаться в следующих точках. С этой стороны мы не будем делать никаких прибавок, а вот с этой стороны мы выполним прибавки для того, чтобы сформировать щечки у тигренка. Прибавки будут располагаться на первую и последнюю точку на закруглениях. То есть там, где у нас располагается центральный столбик, с этой стороны прибавка и с этой стороны у нас прибавка. На каждый из этих столбиков мы провяжем по 2 столбика без накида. Я довязываю до точки, где необходимо мне выполнить прибавки, просто одиночные столбики, провязав от подъемного столбика еще 2. Довязала, вот она прибавка. Я на первый столбик провязываю 2 столбика в одну точку. И на второй прибавочный столбик прошлого ряда также провязываю прибавку, состоящую из 2 столбиков в одну точку. Я провязала 2 прибавки. Далее у меня один одиночный. И повторяю такую же конструкцию на прибавку прошлого ряда, провязывая в первый столбик 2 и на второй столбик тоже 2.
Вы можете зафиксировать маркер для того, чтобы это место не потерять. Ну, думаю, и так видно. Ниточка однотонная, поэтому не заметить будет сложно. До конца ряда довязываем одиночными столбиками и закрываем этот ряд. Вяжем 4 ряд. Здесь мы с этой стороны также не делаем никаких прибавок и довязываем до той точки, где делали прибавки в прошлом ряду. Я довязала, вот она первая, вторая, центральный одиночный, третья и четвертая прибавка. На первый столбик первой прибавки я провязываю 2 столбика в одну точку. Провязываю первый и провязываю второй столбик. Далее у меня вяжется одиночный в следующий столбик прошлого ряда. Между прибавками, вот она первая и вторая, между ними ввожу крючок за верхнюю петлю и провязываю столбик. Следующая прибавка, на первый столбик я провязываю 1 одиночный. В следующий столбик я провязываю прибавку, как и в самом начале, то есть 2 столбика в одну точку. Провязываю первый и провязываю второй столбик. Таким образом я выполнила прибавки. Прибавка, 2 столбика в одну точку, 1 одиночный, столбик между прибавками, опять 1 одиночный и прибавка, состоящая из 2 столбиков в одну точку. Далее у нас идет 1 одиночный, и следует третья и четвертая прибавка прошлого ряда. Здесь мы провязываем точно так же. Сначала я вяжу 2 столбика в одну точку, провязываю первый, и в эту же точку провязываю второй. 1 одиночный в следующий столбик прошлого ряда, столбик между прибавками за верхнюю петлю, одиночный столбик в следующую прибавку прошлого ряда и в последнюю точку прибавки я провязываю 2 столбика без накида. Вот таким образом формируются щечки. Довязываем до конца этого ряда и закрываем его. Вяжем без прибавок. Вяжем 5 ряд. Здесь мы так же, как и в прошлом ряду, довязываем до тех точек, где выполняли прибавки. Я довязала, вот она у меня первая прибавка, которую я провязывала в прошлом ряду. И на каждый этот столбик я должна провязать по одному столбику без накида. Провязываю первый одиночный и провязываю второй одиночный столбик. Далее выполняем убавку. Там, где мы провязывали 3 одиночных столбика, я должна вытянуть из каждого по петле и провязать их вместе. Ввожу крючок в первый столбик, вытягиваю петлю. Ввожу крючок во второй и также вытягиваю петлю. Ввожу крючок в третий столбик и вытягиваю петлю. На крючке у меня сейчас рабочая петля и 3 вытянутые. Я вынимаю крючок из 3. Сначала на крючок я одеваю центральную петлю, затем первую и последнюю третью. Мне так больше нравится, когда центральная петля находится по центру. Сформировала и теперь довязываю, захватываю рабочую нить и провязываю убавку. Далее мне необходимо провязать убавку, состоящую из 2 столбиков. Там, где мы провязывали прибавку в прошлом ряду, ввожу крючок в столбик номер 1, вытягиваю петлю, ввожу крючок во второй столбик и также вытягиваю петлю. Захват рабочей нити и провязываю все эти петли вместе.
Далее мы вяжем один одиночный и провязываем вот такую же убавку, но уже с этой стороны, там, где у нас вторая щечка. Вот прибавка прошлого ряда. Значит, здесь мы вытягиваем сначала первую петлю, затем вытягиваем вторую петлю из второго столбика. Я их поменяю местами для того, чтобы выглядело вот точно так же. Просто сначала последнюю, а затем первую накидываю на крючок и провязываю их вместе. Теперь мне необходимо выполнить такую же конструкцию, то есть убавки из 3 петель вместе провязанных. Вытягиваю первую петлю, затем вторую и вытягиваю третью петлю из третьего столбика. Поменяю местами для того, чтобы центральная была по центру. Захват рабочей нити и провязываем все эти петли вместе. Остается мне провязать прибавку прошлого ряда просто столбиками без накида. Провязываю первый столбик и провязываю второй. Далее у нас вяжутся одиночные столбики до конца этого ряда. Шестой ряд мы провязываем по рисунку столбиками без накида, без убавок и прибавок. Завершаем этот ряд и обрезаем светлые ниточки. А там, где вы формировали убавки, просто в центр вводите крючок и провязываете такие же столбики. И вот так все здесь выглядит. Теперь мы подключаем основной цвет тигренка, отмеряем вспомогательную нить около 50 сантиметров и начинаем провязывать ряды 7, 8 и 9. Вяжем просто по рисунку столбиками без накида. То есть всего 3 ряда мы провязываем без каких-либо изменений, прибавок и убавок. Вяжем 10 ряд. Здесь начинаем выполнять убавки. Для этого нам необходимо найти по бокам центры. С этой стороны и с этой стороны количество петель должно быть одинаковое. То есть здесь 9 столбиков. Очень важно найти для начала центр мордочки. Там, где мы провязывали вот здесь одиночные столбики. И вот от них поднимаемся вверх. Вот он, этот центральный столбик на лицевой стороне мордашки. И от него отсчитайте 1, 2, 3, 4 столбик. Далее можно зафиксировать иголочку или маркер. В эту сторону также от центрального 1, 2, 3, 4 и также иголочку. Ну и перепроверьте, чтобы с этой стороны и с этой стороны было по 9 столбиков. Вяжем 10 ряд. И останавливаемся за 2 столбика перед иголочкой. Здесь мы сделаем убавку. Я ввожу крючок в первый столбик и вытягиваю петлю. Ввожу крючок во второй столбик и также вытягиваю петлю. Захват рабочей нити провязываю вместе. После иголочки я также 2 столбика провязываю вместе. Иголочку уберу. Ввожу крючок в первый столбик, затем во второй. Теперь я поменяю местами, чтобы убавка выглядела вот таким же образом. То есть я вынимаю крючок и сначала ввожу его в последнюю, а затем в первую петлю вытянутую. Захват рабочей нити, провязываю убавку. Довязываю столбиками до следующей иголочки и также делаю убавку из 2 столбиков перед иглой и после. Закрываю ряд. Вяжем 11 ряд. Здесь я порекомендовала бы установить глазки, если вы выбрали не пришивные, как в моем случае, а которые крепятся на ножки. Установить их можно в эту область, то есть от центра отступаем первый, второй. И между первым и вторым можно вот в эту область его установить. Выполняем в 11 ряду убавки в следующих точках. Складываем также пополам и находим центр. Вот он, центральный столбик.
первый, второй и третий. Я сюда, для того чтобы было понятно, установлю иголочку. И вот эти 3 столбика мне необходимо провязать вместе. С этой стороны и с этой стороны также. Вот она убавка прошлого ряда. И вот она еще одна. Между ними 5 столбиков. На центральной вкалываю иглу. Довязываю еще один столбик. Останавливаюсь за один столбик перед иголочкой. И здесь также, вот он, первый столбик. Вытягиваю петлю. Иголочку убираю. И вытягиваю вторую петлю. Перемещаюсь в следующий. Вытягиваю третью. Вынимаю крючок и также собираю сначала центральный, первый и второй. Захват рабочей нити, провязываю их вместе. Довязываю до следующей убавки и повторяю все то же самое. Довязываем до конца, закрываем этот ряд. 12 ряд последний, поэтому рекомендую сейчас приступить к набивке головы. И вот так все у меня получилось. Вяжем 12 ряд, он будет последним. Формировать будем убавки, ориентируясь на 10 ряд. Вот она убавка 10 ряда, первая и вторая. Между ними я вколола иголочку. Значит, я задействую 2 петли перед иголочкой и 2 петли после иголочки. Таким образом сформирую убавки. Ряд у меня начинается как раз на точке, где должна провязывать убавку. Я вытягиваю первую, пальчиком внутри придерживаю синтепон, опускаю немножко его вниз, чтобы он наверх у меня и в петли не пролазил. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю и провязываю 2 петли на крючке вместе. Убираю иголочку, переключаюсь на следующую убавку и повторяю все то же самое, вытягивая первую, вторую петлю и провязывать их вместе. Довязываю до следующей точки, повторяю также убавку перед, после, завершаю этот ряд. И вот так все здесь выглядит. Теперь мы отмеряем ниточку около 1 метра и обрезаем ее. Эта ниточка нам нужна для того, чтобы в дальнейшем пришить голову тигренка к корзинке. Хвостик мы просто завязываем на узелок. Хвостик мы прячем вовнутрь головы. А вот этой ниточкой мы просто зашиваем вот эту область просто поверху. Вот так это выглядит. И выводим нить в ту область, где у нас не мордочка, а с обратной стороны примерно около стыка 2 цветов. Вяжем ушки. Для этого я воспользуюсь крючком номер 6. Мне кажется, тогда ушки будут аккуратнее. Я оставляю около 7 сантиметров хвостик. Делаю кольцо амигуруми. И в это кольцо я должна провязать сейчас 4 столбика. Провязываю первый, второй, третий и четвертый. Делаем все точно так же, как и в корзинке. Далее вяжем пико. Я делаю 2 воздушные петли. Ввожу крючок в петлю между последним и предпоследним столбиком. Также захватываю ниточку от столбика. Захват рабочей нити протягиваю через все эти петли. То есть провязала соединительный столбик. Таким образом я сформировала пико.
И довязываю еще 2 столбика. Первый и второй. Затягиваю кольцо максимально. Вот так это выглядит. Оставляю ниточку для того, чтобы пришить ушки. И обрезаю. Вытягиваю эту нить. И вот так выглядят ушки. Второе ухо вяжется зеркально. То есть сначала вы провязываете 2 столбика, потом пико и провязываете 4 столбика. То есть так вы получите зеркальное ушко. Вот так выглядят 2 ушка. И мы теперь пришиваем с помощью оставленных ниточек вот в эту область. Формируем мордашку. У вас уже должны быть установлены глаза или пришиты. Все ниточки будем прятать вот в этой области, там, где голова пришивается к корпусу корзины. Берем иголочку длинную и ниточка около 1 метра. Она может быть белого цвета или в тон к пряже. Находим центр мордашки, 3-й ряд, по бокам вот они прибавки и по центру одиночный столбик. Вводим иглу, смещаясь левее, и выводим ее под правый глаз. Вот они, эти столбики. Там, где стык цветов, вот в эту точку мы выводим иглу. Вот так прокалываем и вытягиваем ниточку, оставляя хвостик около 15 сантиметров. От этой точки отступаем в сторону другого глаза в следующий столбик, прокалываем и выводим ниточку вот сюда же, то есть откуда мы протягивали первый раз. Протягиваем нить, отступаем на этот столбик, то есть ближе ко второй прибавке. Прокалываем и выводим теперь точно так же, как и в этой области. Сначала в угол, отступаем, прокалываем сюда и выводим в эту же точку. Теперь аккуратно подтягиваем. И завязываем на узелок 2 эти ниточки. И вот так получается. Мордашка уже в этой области сдавлена. Теперь необходимо по центру проложить ниточку. Мы сразу от этой точки поднимаемся вверх на стык 2 цветов, прокалываем иголочку и выводим ее вниз под столбик, где мы вот здесь завязывали. Вниз опускаемся на 1 столбик и делаем прокол. Протягиваем ниточку и теперь тоже здесь немножко подтягиваем. Завязываем также на узелок. Теперь необходимо сформировать вот в этой области блики у глазок. Для этого я нахожу, вот он, промежуток между столбиками, и здесь намечу точку, откуда сейчас мне необходимо будет вытянуть иголочку. Здесь я опускаюсь ниже и вывожу в той точке, где я сейчас сформировала отверстие. Вот так. И теперь опускаю между 2 столбиками вот в эту точку, вывожу иголку на заднюю сторону. И вот так здесь все будет выглядеть. С этой стороны делаем то же самое. Отступаем и выводим так же, как и в прошлый раз, иголочку на лицевую сторону. И вот так все здесь выглядит. Можно в дальнейшем немножечко подклеить, чтобы они лежали поверх пуговичек. А вот эту нить, которая у нас здесь осталась, мы выводим на изнаночную сторону, там, где все ниточки.
Брови делаем по такому же принципу. Это я разрезала трикотажную пряжу на 3 части, и у меня получилась вот такая ниточка. Также с обратной стороны вкалываю, вывожу на один столбик выше глаза, смещаясь правее. Вывожу и по диагонали на один ряд ниже смещаюсь наверх. С этой стороны делаю точно так же. Этой же ниточкой необходимо выполнить линию по центру, там, где мы стягивали. После берем трикотажную пряжу стандартной толщины и вышиваем носик. Остается вышить полосочки по бокам и чубчик сверху. И вот такая мордашка милейшая получилась, я даже сама не ожидала. Для того, чтобы эти ушки не выглядели как у белки, теперь самое ключевое: пришиваем вот эти вот кончики к корпусу головы. И вот такие ушки получились. Сделайте всего лишь пару стежков, и вы получите вот такой результат. Выглядит очень правдоподобно, прям как у тигра. Мне кажется, этот вариант лучше, чем просто круглые уши. Нам остается пришить к корзине с помощью той ниточки, которую оставляли. Пришиваем, захватывая голову по всему периметру к корзинке. Сначала просто примерьте, как вам больше нравится, и фиксируйте головку к корпусу корзины. И вот так все у меня здесь получилось. Нам остается связать только хвостик. Он будет располагаться на противоположной стороне от мордашки, там, где у нас висит маркер. Вязать будем крючком номер 6. Задействуем 6 точек на корзинке, провяжем в них соединительные столбики и затем продолжим вязание хвостика. Так вам не придется пришивать его в дальнейшем. Сейчас я хочу показать все эти 6 точек для того, чтобы это было наглядно. От центра поднимаюсь вверх, ввожу иглу в столбик, опускаюсь на ряд ниже, вот он второй. От центра смещаюсь в другую сторону, третий, ниже четвертый, между вот этими двумя рядами пятый, и с противоположной стороны шестой. Вот они 6 точек. Теперь мы выбираем любую из этих точек. Я, например, начну вот с этой, ввожу крючок внутри и вывожу его на лицевую сторону, захватываю ниточку и протягиваю. Мне необходимо отмерить около 50 сантиметров, чтобы внутри было. Этой длины будет достаточно для того, чтобы провязать 6 соединительных столбиков. Сейчас мы будем вязать с помощью нити, которая у нас находится внутри корзины. Мне необходимо получить рабочую петлю. Нахожу следующую точку, убираю иглу, ввожу крючок в центр этого столбика, захватываю внутри ниточку, вытягиваю, получила рабочую петлю. Вяжу соединительные столбики, убираю следующую иглу, ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю и протягиваю ее через рабочую петлю. Так я провязала соединительный столбик. Двигаемся дальше. Следующая точка, где должна провязать петлю. Ввожу крючок и провязываю соединительный столбик. Перемещаюсь далее и повторяю все то же самое. Также ввожу крючок, захватываю нить, вытягиваю и провязываю. Еще одна иголочка, повторяем. Я подошла к той точке, где вот она ниточка, которую я продевала вовнутрь корзины. Ее мне необходимо перекинуть
в центр вот этого круга, вот так сюда, чтобы она оказалась внутри. И теперь я ввожу, откуда у меня вот эта ниточка идет, вот в эту же точку я ввожу крючок и провязываю еще один соединительный столбик. Все, на этом мы завершили вязать соединительные столбики, закрываем ряд. Я вытягиваю эту ниточку на лицевую сторону, нахожу рабочую петлю, вот она, самая первая, которую мы вытягивали. Под нее ввожу крючок, и закрыть мне ряд необходимо таким же способом, как и во всех вот рядах мы закрывали. Контролируйте, чтобы вот эта рабочая нить была внутри вот этого кольца. Я захватываю хвостик, протягиваю его под этой петлей. И теперь мне необходимо вернуть его в ту же точку. Внутри я ввожу крючок в центр петли, откуда вышла вот эта ниточка. И сюда ее возвращаю. Обязательно пересчитайте петли в этом кольце. Их должно быть 6, так как 6 соединительных столбиков. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая петля. Вводим крючок в центр этого кольца из соединительных столбиков, захватываем внутри ниточку, которая у нас осталась, и выводим ее на лицевую сторону. В дальнейшем она спрячется внутри хвостика. Вяжем сам хвостик. За петли, которые мы сейчас провязывали, ввожу крючок под первую за 2 ниточки, захватываю рабочую нить и провязываю подъемный столбик. Переключаюсь на следующую, также за 2 ниточки, ввожу крючок, захватываю нить и провязываю столбик. Их должно быть 6 с учетом подъемного. Я провязала 6 столбиков, и на этом ряд завершен. Далее вяжем по спирали между столбиками прошлого ряда. То есть я нахожу первый столбик и второй, между ними верхняя петля, состоящая из 2 ниточек. Под нее ввожу крючок. Вот таким образом. Захватываю рабочую нить, вытягиваю и провязываю столбик. Двигаюсь далее, также между столбиками прошлого ряда, ввожу крючок за верхнюю петлю, захватываю рабочую нить, вытягиваю и провязываю столбик. Вот так это выглядит. Продолжайте вязать по спирали нужную длину хвостика. И вот такой хвостик получился. Здесь около 10 рядов. Выполню вот такой изгиб хвоста. Для этого понадобится малярный скотч и проволока. В самом начале отмеряем длину хвостика. У основания складываем вот таким образом, чтобы не было острых краев. Делаем замер, складываем пополам и еще несколько линий из проволоки делаем. Далее я хочу вот таким образом накрутить эту проволоку. И здесь в центре я отрезаю. И все это дело я обматываю малярным скотчем. И вот такая основа получилась. Ее мы вставляем вовнутрь хвостика и закрываем этот ряд, то есть завершаем вязание. Сейчас нам необходимо вытянуть 5 петель, то есть вот у нас первая рабочая, и еще 5 вытянуть из тех точек, где мы должны были бы провязать столбики. Я вытягиваю первую петлю, вынимаю крючок, под следующую ввожу и также вытягиваю вторую петлю, перемещаюсь далее, вытягиваю третью, четвертую. И вот здесь последняя, пятая, и рабочая петля у меня шестая, так как я провязала всего в самом начале 6 столбиков,
соединительных, значит у меня должно быть 6 петель. Вот так все должно выглядеть. 6 петель. И теперь я захватываю рабочую нить и протягиваю. Вот такую петлю делаем. Собираем все эти петли и протягиваем вот эту петлю через них. Протянула. И остается мне здесь еще, вот она, рабочая была петля и первая вытянутая. Протягиваем. Тяну за рабочую нить, эта петелька затянулась, захват рабочей нити протягиваю. И теперь обрезаю ниточку, полностью вытягиваю, затягиваю хорошо эту петлю. Вот так получается. Хвостик прячем вовнутрь. Берем иголочку с коричневой нитью и имитируем такие же полосочки, как и на корпусе корзины. Все ниточки заправлены и хвостик сформирован. Дополнительно я его зафиксировала к корпусу корзинки, для того, чтобы он не отгибался вот таким образом. И тигренок полностью готов. Пришло время оценить данный мастер-класс. Я надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас еще очень много интересного. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!